Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. В этом видео покажу вам модельку грузовика от фирмы VD Models. Эта модель в 76-м масштабе грузовика Первой мировой, английского грузовика Первой мировой войны фирмы Thornycroft. GC version. Фактически я уже собирал такую модель ранее, но в версии ПВО с пушкой. Мне очень понравилось и то, что из этого вышло, и как выглядит модель. Можете посмотреть на канале, там есть. Сейчас ссылочку дам вам в описании или в видео, и вы увидите, можете посмотреть это видео, как он получился в версии с пушкой сзади вместо кузова. Вот эта версия обычная, с тентом. Соответственно, в инструкции показаны детали из смолы и из белого металла, но по факту в модели, в этой версии уже все детали из белого металла заменены на смоляные, и это очень радует. На самом деле, крайне неприятно, неудобно работать с металлом. Фирма заменила их все на смоляные, что очень радует. Здесь на обратной стороне вы видите фотографии собранной модели. Выглядит очень неплохо. И на второй инструкции видим, значит, описание на английском языке. Можете на паузу, те, кто читает по-английски, поставить и прочитать. Перечень всех деталей, то есть мы видим 33 детали, из них 3 в количестве по 2 штуки, и детальное описание сборки, что для, значит, для таких моделей является просто нонсенсом. Обычно они себя не утруждают такому описанию, а просто вот так вот показывают собранную модель, где какие детали клеятся. Ну, в общем, в принципе, разобраться несложно. Как я уже говорил, у меня был такой опыт. Что касается декалей, это сухие декали. Они переводятся нажатием, то есть вы прикладываете такую деталь к уже окрашенной модели, вот так вот ручечкой, желательно без пасты, естественно, или чем-то таким, зубочисткой, только не острой. Нажимаете, они переводятся. Плюс в том, что нет подложки, вам не надо ее вырезать. Минус в том, что спозиционировать можно только один раз. То есть, если запороли, все, у вас декаль пропала. Что у нас входит в набор? У нас входит в набор вот это количество некоторое смоляных деталей и вот такая вот травленка, фототравление, вот такое на переднюю часть над радиатором с надписью производителя, что очень важно, потому что такую надпись вы сами в таком мелком масштабе вряд ли вы сможете воспроизвести. Ну, смотрим все детали. Рама, облой весь этот удаляется, вырезается, вот несложно, собственно, сделать самому. Что еще сразу хочу заметить, литье у фирмы качественное. То есть, в принципе, нам, как правило, работая над этими моделями, как правило, не надо тратить время на шпаклевание, удаление каких-то проблемных мест. Только вот облой снимайте и, значит, зачищайте деталь. Ну, тент над кабиной сделан неплохо. Здесь есть пузырьки мелкие, но они снизу, этого не видно. Тент сделан над кабиной очень неплохо, на мой взгляд. Что нельзя сказать о тенте на кузов, над кузовом. Он
Ну, видно сразу технологию, да, он был обклеен, то есть сделана заготовка из пластика, да, и потом просто квадратная, там сверху проложены некие еще 3 палочки, и дальше обклеено все папиросной бумагой на клее ПВА. И сделана имитация помятости, но имитация сделана крайне некрасиво. И вот эту часть желательно было бы переделать. Вот. Неудачно у них вышел тент, что нельзя сказать о всем остальном. Вот такие вот колеса. Это были передние, вот это задние колеса. Выхлопная труба. Колесные арки. Рычаги. Передние крылья. Ну, колесные арки это неправильно сказано, задние крылья. Сиденье. Задняя. Нет, это передняя часть, либо задняя часть кабины, либо передняя часть кузова. Скорее всего, это дверь кабины. Фары. Ну, фары здесь лучше, конечно, будет высверлить. В целом, что я хочу отметить о так сказать, моделях этой фирмы. Они действительно сделаны очень с достаточно высокой для 72 масштаба степенью деталировки. И при сборке даже просто из коробки получаются очень-очень неплохие модели. Достаточно хорошо детализованные, мосты задний, передний. Ну и фактически получаешь удовольствие от набора. Собирается она фактически так же, как и пластиковая модель. Не очень много времени должно уйти на сборку. Есть волкараунды в интернете по поводу этой машины. Есть отреставрированные эти машины. Есть фотографии уже, точнее, фотографии времен Первой мировой. Этот грузовик был достаточно сильно распространен в британской армии, повоевал на фронтах Первой мировой войны. Поэтому, в общем-то, проблем с тем, чтобы найти фотографии особых у вас не будет. Ну и, как я уже сказал, все модели этой фирмы, через меня прошло достаточно много этих моделей, они качественные, интересные, хорошие. Единственный, в моем понимании, минус, это то, что все-таки они до сих пор придерживаются масштаба 1 к 76, очень популярного в свое время в Англии, который сейчас в мире уже отошел давно на второй план и заменен 72 масштабом. Но если вы поставите такую модель рядом с 72 масштабом, сильной разницы какой-то в размере вы не увидите. То есть это так вот перфекционисты придираются, там 1-2 миллиметра для них это очень критично, но для большинство разницы особой не заметит. Тем более пока альтернативы нет вообще никакой совершенно. Так что я рекомендую любителям техники тех времен такую модель к приобретению. Вы не просто, так сказать, поставите на полку редкую модель, но и, собственно, у вас будет возможность получить удовольствие от сборки. Ну, рекламы я в своих роликах не даю.
Но тем не менее, вот здесь вот на упаковке есть их сайт, он работает на момент съемки, это 2021 год, конец 2021 года, сайт работает, вы через сайт, в принципе, в них можете напрямую приобрести вот эти вот интересные модели. Благодарю за просмотр, смотрите наши новые видеоролики и старые, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Благодарю за просмотр.